Что касается территории постсоветского пространства, здесь финансовой грамотностью, каменный век, по сути. То есть это все сейчас только до нас доходит понемножку, и то так себе. То есть если в Америке там финансовая грамотность, она совершенно на другом уровне, и там инвестиции с 16 лет это нормально. А для нас это что-то необычное. Привет. Привет, Сколько Иван. тебя знаю, ты все время занимаешься аккаунт-инвестингом, и сегодня хотелось бы более подробно узнать, чем именно ты занимаешься. Первый вопрос у меня будет простой. Когда ты впервые столкнулся с аккаунт-инвестингом? Впервые мне был 21 год. Это самый такой первый стартап большой. Он реализовывался с помощью краудинвестинга. Это был проект Skyway, струнный транспорт. Мне тогда ребята о нем рассказали, но тем не менее мой возраст не позволял еще мыслить достаточно масштабно на уровень такого проекта. Мне показалось, что-то как будто бы неинтересно. И где-то, когда-то там инвестировать какой-то стартап очень большой, на который нужно много денег. И казалось это не совсем реальным. Вот. Но тем не менее время показало обратное. И уже в 23 года я сотрудничал с первой краудинвестинговой площадкой в России, помогал реализовываться бизнесом. Макс, скажи, пожалуйста, в чем вообще преимущество аккаунт-инвестинга для стартапов перед другими способами инвестирования? Если говорить о какой-то технологии, о каком-то масштабном стартапе, то для реализации больших проектов нужно достаточно большое количество средств. Если мы говорим о какой-то кофейне, о обычном бизнесе, то в целом даже более удобно взять на это кредит или найти инвестиции у ближнего окружения. Да? Если же о больших проектах, то где ты возьмешь большие деньги? Когда ты приходишь к каким-то большим фондам или там бизнес-ангелам и с протянутой рукой просишь у них денег, то они, соответственно, предлагают тебе невыгодные условия для тебя. Они готовы закрыть там раунды финансирования, но ты попадаешь в некую такую ловушку и впоследствии остаешься или с очень маленьким процентом организации своей, да, или вообще где-то в тени. В то же время, если говорить о краудинвестинге, то в таком случае ты делаешь эмиссию долей своего проекта. И краудинвестинг – это народное инвестирование, правильно? То есть обычные люди со всей планеты небольшими финансами поддерживают проект. То есть не то, чтобы поддерживают, да, они покупают долю этого самого стартапа и уже становятся совладельцем твоей организации. И в таком случае ты всегда контролируешь количество акций, которые ты готов продать, там 20-30%, 50%, да, не больше 49 условно, чтобы 51% был за тобой закреплен, чтобы организацию уже никто отобрать у тебя не смог. Плюс ты с самого первого дня запуска, если у тебя есть какой-то комьюнити или если понимаешь, как правильно запуститься, ты получаешь инвестиции, и год за годом ты их получаешь, если ведешь стабильную планомерную работу, показываешь это инвесторам, показываешь это людям, в твой проект инвестируют, и это только растет. И у тебя нету никаких ограничений, рамок в этом плане. Ты получаешь стабильное инвестирование, реализуешь свой проект. Если ты делаешь что-то неправильно или ничего не делаешь, соответственно, инвестиции ты перестаешь получать, потому что люди перестают верить в то, что ты делаешь. Вот и все. Это самая такая простая и понятная схема на самом деле для реализации больших компаний, где есть какое-то изобретение, где есть какая-то технология. Если ты один или у тебя небольшая команда, и вы не знаете, где взять средств, краудинвестинг достаточно благоприятные условия создает для реализации. Да, достаточно лаконично. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас активно работаешь с тремя проектами. Это «Ветер», это Science Cities Clamping и Phoenix Garden. Скажи, почему они? Это уникальный проект. Я вообще люблю работать с уникальными проектами. В идеале это когда есть интеллектуальная собственность, патенты. Это дает возможность монополии. Соответственно, ты вне конкуренции. Вот. Или уникальные проекты, которые действительно сложно быстро повторить, или они новые, когда ты заходишь в новую какую-то нишу. Вот Уральский Марс – это, представь, такая территория, глиняные карьеры, добыча глины была до 2000 года, потом пошли грунтовые воды, и этот карьер закрыли.
25 лет это все дождями размывалось, и образовалась вот такая вот уникальная локация. То есть это настоящая фотография, а дальше 3D-визуализация уже самого глэмпинга. На этот участок ежегодно приезжает 80 тысяч туристов со всей России для того, чтобы просто сделать фотографии и посетить это прекрасное место. Здесь нет никакой химии, просто глина. Брали анализ грунта, анализ воды. Вот. Все в порядке, можно там находиться и так далее. То есть глэмпинг, он сам по себе сейчас набирает обороты. Не только в России, но и во всем мире, а в России в особенности. Внутренний туризм сейчас очень сильно популяризируется. Соответственно, государство старается поддерживать проекты глэмпинга. И в данном случае мы получаем уникальные локации и уникальный подход именно к глэмпингу, потому что это не просто глэмпинг, а это уже научное направление. То есть здесь, как видим, купол будет обсерваторий, люди будут приезжать, они имеют возможность как с комфортом отдохнуть, так и пройти какую-то программу, понаблюдать за астрономическими событиями, которые в течение круглого года абсолютно разные. Где-то кометы, где-то какие-то созвездия, появляются затемнения и так далее. Соответственно, очень перспективная ниша. Уральский Марс – это всего лишь одна точка будет, а далее есть еще целый ряд. Если на сайт к нам перейти, там можно увидеть, есть целый ряд идей в уникальных локациях, в отдаленных локациях, там, под водой, микология, там где-то в Арктике можно сделать и так далее. Сейчас мир такой, что отели, они всем надоели, туристические зоны. Кампинг, выезжать с палаткой, ну, не всем комфортно. Люди привыкли уже жить в комфорте, и девушку не так просто вытащить на неделю куда-то к медведям. Вот, без условий. А здесь ты имеешь возможность отдохнуть на природе, побывать в уникальных местах с качественным комфортом, с душем, еще и с какой-то программой. Ну да, сейчас комфорт все, в принципе, любят. А у нас также, я помню, что на Алтае есть тоже Марс. Туда не планировалось ничего такого подобного. Да, с Алтая есть уже предложения по земельным участкам, но какие точно я не знаю. Фаундер проекта Артем, он больше занимается такими стратегическими вопросами. Но тем не менее, проект мы запустили недавно, но все больше он быстро набирает популяризации и поступают различные предложения от комьюнити, уже от инвесторов, от продвиженцев и так далее. Вот, поэтому это один из таких уникальных проектов. А следующие два, почему я занимаюсь, это Phoenix Garden, высадка Павловния, проект Ветер, это небоскребы, которые с помощью ветра обеспечиваются электроэнергией. То есть это как раз-таки уже касается интеллектуальной собственности, не просто уникальный проект, а с монополией. Скажи, пожалуйста, Макс, по какому принципу ты определил для себя, что необходимо инвестировать именно в эти проекты и привлекать сюда инвестиции? В какой-то момент я понял, что краудинвестинг – это очень перспективная история, и эта игра очень в долгую. Достаточно давно я начал связывать свою жизнь с заработком в интернете, и это, конечно же, были различные проекты, различные какие-то хайпы, пирамиды. Просто люди верили, натыкались на всякие идеи, и ну, это приводило ни к чему. Это приводило к тому, что ты кого-то туда приглашаешь, кто-то спрашивает, чем ты занимаешься, ты делишься, люди инвестируют, потом ты вместе с этими людьми теряешь средства, и, соответственно, портится репутация. Ничего хорошего в этом нет, и долгосрочный доход с такими проектами не выстроить. Поэтому, как раз таки вот был у меня на фоне тот самый проект Skyway, за которым я наблюдал, и я понимал, что ребята реально делают вещи. И я понял, что я хочу найти изобретателя, какой-то интересный проект, с которым я смогу работать очень долго и реализовывать этот проект. Один из основных моих видов заработка был это как раз-таки привлечение инвестиций. Ну, как есть партнерская программа, да. И, соответственно, партнерскую программу, где ты можешь эту сеть выстроить? Ну, в той организации, которая будет работать долго, правильно? И которая принесет прибыль в последующем.
Вот, соответственно, это дает то самое время для создания сети, для создания окружения, для создания комьюнити инвесторов. Вот. И вот проект «Ветер» как раз-таки, он попался мне в какой-то момент. Я уже несколько лет абсолютно не входил ни в какие проекты, делал отказы на все, что мне поступало. Вот. И буквально с самого начала я к этому проекту подключился, начал привлекать инвестиции, ну и далее со временем стал руководителем в этом проекте. Вот. Он очень интересный, как видите, здесь здание, 5 зданий расположены в форме звезды, если смотреть сверху. А между зданиями находятся вертикальные ветроустановки, как двери в торговый центр. Все мы знаем, что выходя за угол здания или заходя в арку, воздушный поток более сильный, более стабильный. И, соответственно, этот поток мы используем, то есть здания с любой стороны, они усиливают этот воздушный поток. Аэродинамическими счетами можем направить его, куда нам нужно, на край лопасти, не использовать. Это очень эффективно по многим параметрам. Об этом проекте можно рассказывать много, но проделана очень большая работа уже за несколько лет. Проделана работа по патентованию. 75 стран мира с охватом 80% населения планеты. Проделана работа по интеллектуальной собственности. Монополия, если не ошибаюсь, до 2038 года. Ни одна развитая страна в мире без нашей лицензии не имеет права построить подобные здания. Скажи, пожалуйста, а где планируется именно первое такое здание? Если это не секретная информация, конечно. Первый проект, он будет реализован в виде металлоконструкции с архитектурной ткани. Это будет объект 50 метров. Это некий такой опытный образец. Будет находиться на территории Дагестана, поселок Фунзах, на самой вершине горы одного прекрасного туристического места. Получаем земельный участок, и там будет возведена эта самая конструкция. И эта конструкция, она уже позволит нам получить все необходимые показатели и пригласить девелоперов с любой страны для презентации. И они смогут увидеть, что это действительно работает и что это применимо в здании. Отлично, едем в Дагестан. Как видите, мы уже поменяли еще одну картину. Скажи, пожалуйста, что это за проект? Можешь о нем рассказать поподробнее? Это проект Phoenix Garden. Собственно, вся суть этого проекта – это засаживание деревьев павловнии в промышленных масштабах. Ты знаешь что-то о дереве павловнии? Честно, нет. Хотелось бы Ну, интересно подробнее узнать. ну вот представь, что ты сажаешь дерево в землю, и оно за год вырастает от 3 до 5 метров в высоту за первый год жизни своей. Вот Максим Захаров, он фаундер этого проекта. Вот видишь, у него сруб в руках, ты можешь спил, да? Ты можешь посчитать, сколько лет этому дереву. 7 лет, и мы уже получаем вот такую вот древесину взрослого дерева. Это премиальная древесина, которая очень легкая, при этом очень прочная. Она поддается хорошо обработке. Эту древесину используют в судостроении, яхты, музыкальные инструменты. То есть древесина не дешевая. При этом всем это дерево, оно уникально по многим параметрам. Оно больше всех растений на планете перерабатывает углекислый газ в кислород. То есть вообще вот тополями города засеивались, да, потому что тополь очень много перерабатывает выбросов, то феникс в половину больше, чем тополь делает все это. И, соответственно, это выгодно с точки зрения экологии. И также есть углекредиты, которые покупают организации, которые, наоборот, вредят экологии и делают различные выбросы. Знаешь об этом, нет? Подробно нет. Да. Поверхностно Ну только. вот примерно у тебя есть завод, он делает определенное количество единиц выбросов СО2 там, в атмосферу за год. Каждая единица, она стоит определенное количество средств. Там, допустим, 10 центов одна единица СО2. И вот сколько ты выбросов сделал, вот такое количество средств ты должен найти экологичные организации, которые, наоборот, деятельность которой несет пользу планете, и заплатить им эти деньги. Они вырабатывают, например, если мы выработали там 10 тысяч единиц
по количеству деревьев, да, это все считается просто. То есть у нас есть там, например, 10 гектар засеянного дерева, то есть приходит аудит, они все измеряют, записывают и выдают тебе сертификат о том, что ты 10 тысяч единиц вырабатываешь кислорода ежегодно. И ты можешь 10 тысяч единиц этого кислорода продавать неэкологичным компаниям. Они, в свою очередь, обязаны покупать у таких, как ты. Поэтому это еще один бизнес, это продажа углеродных кредитов. Вот. И еще Павловния имеет очень такое красивое, яркое, большое цветение, которое длится порядка 6-8 недель. Это долго. И пчелы благодаря этим цветам приносят в 4 раза больше меда. Вот. Поэтому как раз-таки этот проект, он объединяет в себе и древесину, и очистку экологии, и, соответственно, пасеки там также будут установлены. И в итоге, даже после того, как дереву исполнилось, там, например, 8 лет, и оно подлежит вырубке под древесину, то ты его спиливаешь, и прям с этого же столба начинает расти новое дерево. И так до 8 циклов. Ну, это достаточно хорошая оптимизация получается. То есть достаточно полезный проект с многих ракурсов, как ни посмотреть, так как он обеспечивает и тепло, когда перерабатывается само дерево. То есть ты сказал, что 8 циклов, это также еще оптимизирует, в принципе, процесс в том плане, что Да. переработки. Вот, отлично. Ну, могу добавить, что цель этого проекта высадить 100 гектаров павловни на территории России. То есть на данный момент в России это самый масштабный проект по высадке данного дерева. Но уже есть организации, есть ребята, которые этими деревьями пользуются, активно высаживают. Отлично, Макс. Скажи, пожалуйста, какое будущее ты видишь у крауд-инвестинга? И подскажи, пожалуйста, крауд-инвестинг будет терять свою актуальность или же наоборот он будет привлекать все больше новых инвесторов? У краудинвестинга однозначно есть будущее по многим причинам. Первое, это, как я говорил ранее, это возможность действительно брать и реализовывать большие проекты. Второе, сейчас мир так устроен, что информации очень много, люди развиваются, обретают грамотность во всех сферах, в том числе финансовую грамотность. Люди все больше понимают, что необходимо инвестировать, куда-то необходимо инвестировать. Но сейчас мир, он очень непростой. Искусственный интеллект, роботы и так далее. Поэтому профессии мы будем постепенно терять. Людей, рабочий класс, по сути, ждет безработица во многих сферах. И остается выбор или создавать что-то большое, да, но создавать что-то большое не у всех есть эта возможность. Или ты можешь инвестировать и быть частью чего-то большого. Вот. А краудинвестинг, он как раз-таки позволяет иметь возможность, иметь доли в различных проектах, в различных стартапах, не ограниченно по сумме, по сути. Ты можешь как 5000 рублей проинвестировать, так и 500 тысяч долларов. Вот. И в этом большая прелесть. И также основная составляющая этих проектов – это все-таки люди. Это большое количество людей. Я не знаю, у нас в совокупности, ну, наверное, 1050 инвесторов сейчас вот в этих 3 проектах, если взять. И это немного, но и немало. Вот. Это исключительно людей, которые уже проинвестировали свои средства и покупали доли этих проектов. Эта вся структура, она выстраивалась за счет маркетинга. То есть мы не запускаем рекламные кампании, да, а мы этот рекламный бюджет просто выплачиваем тем, кто занимается развитием проекта. И, соответственно, ты таким образом получаешь безопасность как проект. У тебя не будет такого, что ты сольешь весь бюджет в рекламу, а это не даст выхлопа. То есть ты платишь за результат. Появился инвестор, да, кто-то рассказал ему, он проинвестировал, ты заплатил. Вот. Поэтому это стало еще и профессией. То есть сейчас очень большая часть комьюнити, она живет за счет того, что продают доли этих самых стартапов. То есть они развиваются, они ищут краудинвестинговые проекты, они заходят, сами в них инвестируют и создают вокруг себя заинтересованные комьюнити в инвестициях в подобные проекты и зарабатывают на этом.
То есть это достаточно высокодоходная профессия, которой уже владеет очень много людей на планете, и они живут из года в год за счет этого. Поэтому это все набирает популярность, улучшается функционал, появляются возможности и начинает реализовываться проект. И, соответственно, а когда еще вот такие большие проекты, краудинвестинга в мире не так уж и много. То есть вот мы сейчас говорим о самых больших проектах, по сути, в мире, которые реализуются с помощью краудинвестинга. Но есть еще, да, есть там Skyway, есть двигатели Duino, они вообще очень немаленькие суммы привлекли с помощью этого и проделали очень-очень большую работу. И эти проекты, они начнут один за другим выстреливать, потому что то комьюнити, которое у нас создалось, те проекты, которые мы реализовываем, это реальные люди, это очень развитые люди, которые понимают, что они делают, и они не сдаются, делают это день за днем. Вот. И, соответственно, я понимаю, что каждый из этих проектов будет реализован. И когда люди начнут еще получать дивиденды и владеть долей больших организаций, то краудинвестинг получит совершенно новый уровень, уже новую ступеньку, новый уровень доверия. Поэтому однозначно будущее есть, и в наши сложные времена краудинвестинг навряд потеряет свою актуальность. Я тебя понял. Подскажи, пожалуйста, вот я, допустим, гражданин, который хочет проинвестировать в крауд-инвестинг. Как мне вообще туда зайти? Что мне нужно? К кому мне обратиться? В любой социальной сети, в поисковике, и ты же откуда-то узнал о проекте каком-то, да? Но если ты не знаешь, просто можешь погуглить краудинвестинговые проекты, да? Если ты узнал о проекте, что есть Марс, например, да, и хочешь в него проинвестировать, ну, все, что тебе нужно, зайти на сайт. На сайте при регистрации тебя попросят партнерскую ссылку от кого-то. Ты сам не зарегистрируешься. Ну, ты можешь перейти в чат, в канал, найти любого человека, который уже инвестор, у которого есть эта самая ссылка. Или он даже найдет тебя первее. Вот. И все, ты туда регистрируешься, инвестируешь хоть с карты, хоть криптовалюта, без разницы. В USDT взял, закинул. Можно рассрочку там взять. Это без кредитов, без банков, просто сам проект мы выдаем рассрочки пользователям также. Я правильно понимаю, что это в основном действует по реферальной программе? То есть так сам и захотел, то есть надо кого-то найти, либо чтобы тебя нашли. Это действует только по реферальной программе. Потому что априори мы пошли этим путем. Почему я ранее рассказал, да, чтобы не оказаться в той точке, где ты слил весь рекламный бюджет, у тебя нету входящих средств и нету тех средств, которые были. То есть на этом твоя деятельность прекращается. Да? 40% от всех привлекаемых инвестиций у нас выплачивается как партнерское вознаграждение. 60% идут в проект. 10% условно забирают комиссии, платежные системы. 50% идут на развитие проекта. Максим, ты как-то рассказывал о том, что встречался с руководством БАИР. Подскажи, пожалуйста, они сейчас сами прорабатывают механизмы именно для привлечения инвестиций через крауд-инвестинг. Можешь как-то более подробно рассказать про это? Да, на самом деле у нас есть дружба с председателем Государственной Думы Антоном Анатольевичем Мищенко. Он является генеральным директором организации ВАИР. ВАИР – это Всероссийская организация инноваторов и рационализаторов. Это та самая структура, которая отвечает за технологии, инновации, развитие изобретателей на территории Российской Федерации. В последнее время поставлена такая задача поднимать изобретательство. Соответственно, они ищут способ. То есть изобретатель должен получить доступ к деньгам. И первое, к чему они пришли, это, конечно же, краудинвестинг. И учитывая то, что у нас есть уже многолетний опыт в этом направлении, у нас и получилась дружба. И поступило приглашение в офис, и мы прорабатывали возможность внедрения нашего опыта и создания такой всероссийской платформы изобретателей. То есть в ближайшем будущем вполне появится на государственном уровне некий сайт, где будут различные технологии разных изобретателей, и можно будет инвестировать в эти проекты, покупать доли. Так что в краудинвестинге заинтересованы не только проекты, но уже и государство. Еще вот такой момент. На самом деле, что касается изобретательства,
Здесь есть очень большие подводные камни, с которыми сталкивается, по сути, вся страна. А когда изобретатель патентует какую-то технологию в России, он может себе это позволить. Ну, условно, патент там примерно 100 тысяч рублей обойдется на какое-то изобретение. И вот ты приходишь, ты там взял с копилки эти 100 тысяч рублей, получаешь патент на свою технологию в России, ты не знаешь, что делать. У тебя есть патент, и по сути изобретатель ждет, что кто-то в России начнет использовать эту технологию, он предъявит патент и получит какую-то выплату или часть организации, или там, ну, выплату за лицензию, чтобы пользовались его интеллектуальной собственностью. Но по факту получается совершенно иначе. Этот патент пилится на полке. Если ты не подаешь в течение 30 месяцев заявки в другие страны, то через 30 месяцев любая страна в мире может использовать эту технологию. Потому что твой патент работоспособен только на территории Российской Федерации. И в России большое количество изобретателей, которые получают эти самые патенты, а они ложатся на полки, а Россия не может использовать 20 лет эти технологии, потому что они принадлежат как раз-таки изобретателям, но весь мир может. И таким образом технологии, они просто уходят за границу. Мы изобретаем, другие пользуются. Вот. А для того, чтобы изобретатель проделал работу по патентованию в других странах, нужно уже там $1 миллион, даже чуть больше, чтобы запатентовать там 70-80 стран. А откуда у него такие деньги? Нет, конечно. Поэтому Поэтому, нужно привлекать. поэтому нужно привлекать, да. Я тебя понял. Подскажи, пожалуйста, как думаешь, когда реализуются проекты, которыми ты сейчас занимаешься? Ну, что считать реализацией? Наверное, это выплата первых дивидендов, да, когда проект начинает приносить средства. Ну вот, проект по глэмпингу первые дивиденды может принести через год. Ну, примерно так. Потому что сейчас уже открывается цех, есть территория и, соответственно, строительство. Ближе к лету уже будут первые капсулы, порядок, экосистема. И, собственно, я думаю, летом уже вполне может пойти первая выручка. И к концу следующего года инвесторы уже смогут получать дивиденды. Вот. Что касается проекта «Ветер», сейчас мы делаем металлоконструкции. Это уже того самого опытного образца. Мы делаем только верхушку, небольшую часть, для того, чтобы совместно с институтом, Кузбасским государственным университетом, да, заполнить внутреннюю часть, поставить те самые лопасти, аэродинамические щиты, генераторы и получить уже работоспособную модель. Вот. И уже далее ее доделать, возвести 50-метровый объект. Эту всю работу, я думаю, мы проделаем в течение, год-полтора. Вот. И далее уже проект сможет полноценно презентоваться девелоперам. Поэтому есть большая вероятность того, что инвесторы ветра через 2 года уже смогут получать дивиденды. Вот. Если мы говорим о Павловне, там первые дивиденды, если не ошибаюсь, будут как раз-таки с продажи углекредитов. Вот, и это уже будет через где-то 3 года. Получается достаточно быстро относительно инвестиционных проектов, как бы первый год через год, второй через пару лет, и как бы 3 года достаточно быстро. Да, все зависит от проекта, от технологии, насколько ее нужно прорабатывать. Если проект «Ветер», от идеи уже прошло несколько лет. То есть это долгосрочный такой очень большой проект, в котором проделано очень много работы, и в том числе патенты. То есть там мы оплатили заявки на патенты там еще, например, 4 года назад, да, там мы патенты еще не во всех странах получили. То есть мы их получим, работа ведется, но тем не менее пошлины, различные там заявки, то есть целая организация большая работает над патентованием. Вот. Это, поэтому все зависит от проекта. Краудинвестинг по Уральскому Марсу мы запустили всего 1,5 месяца назад, и вот за год он уже может принести дивиденды. Вот, потому что это другого уровня проект, он понятный, взял и сделал, так сказать. Вот. А когда речь идет о прорывных технологиях, о действительно каких-то инновациях, то там все сложнее. Подскажи, пожалуйста, какие возможности крауд-инвестинг дает перед обычными людьми? Да, на самом деле большие возможности. Обычный человек может действительно владеть долей чего-то стоящего, какой-то стоящей большой организации в будущем.
это как раз-таки краудинвестинг, потому что ты можешь инвестировать, каждый месяц откладывать там по 5000 рублей, еще и в разные проекты, и формировать себе целый портфель будущих больших организаций и акций. Да? Вот в Японии более 50% всего населения владеет капиталом от $1 000 000. Почему? Потому что их бабушки и прадедушки, они инвестировали на уровне стартапа в различные организации, там, в Nissan, в Toyota и так далее. Половина Японии миллионеры долларовые, потому что у них всех есть доли больших организаций. Они все вкладывали, и они владеют этими акциями. Что касается территории постсоветского пространства, здесь финансовой грамотностью, каменный век, по сути. То есть это все сейчас только до нас доходит понемножку, и то так себе. То есть если в Америке там финансовая грамотность, она совершенно на другом уровне, и там инвестиции с 16 лет, это нормально. А для нас это что-то необычное. Следующая возможность для обычного человека – это взять проект, сказать: классно, мне нравится, я готов там делать контент, рассказывать об этом проекте, просто популяризировать его. Или есть комьюнити, или есть доступ там к какому-то количеству людей, да, и, соответственно, есть возможность презентовать, заинтересовать людей, или просто так сложилось, что в жизни ты хороший продажник, так сказать, да. Не очень приятное слово, но тем не менее. Вот. И в таком случае ты можешь привлекать инвестиции, популяризировать проект и зарабатывать на этом комиссионные. Получается, идет реферальная ссылка, по ней человек переходит, инвестирует, и ты уже комиссию с этого получаешь. Да. 40% отходящих инвестиций идет на выплату тех самых продвиженцев. Максим, подскажи, пожалуйста, если к тебе после просмотра этого видео обратится какой-нибудь изобретатель, либо стартап, ты будешь делиться опытом с ним? Да, конечно. С большой радостью буду делиться опытом, и тем не менее мы таким проектам даже есть чем помочь. Потому что получилось так, это начиная с проекта «Ветер», мы несколько лет дорабатывали свой сайт, улучшали и так далее. И за это время ушла кругленькая сумма средств на создание комфортной экосистемы для краудинвестинга, потому что это личный кабинет, это начисление долей, это выплата реферальных, это электронно-цифровой ключ, договор, да, и там, платежные системы, структура. Это такой непростой IT-продукт. Есть уже у нас ряд таких проектов, которые занимаются сейчас патентованием или там на определенной стадии развития. Они хотят подключиться к нам и реализовываться с помощью нашего функционала. То есть даже такая возможность она есть. Условно мы можем дать сайт в аренду. Например, у тебя есть технология, тебе для ее реализации необходимо там 200 миллионов рублей. Мы можем все это взять, упаковать, сделать тебе красивый лендинг, который доносит информацию о твоем проекте, подключить это к нашему личному кабинету, и ты получаешь буквально сразу готовый инструмент, и все. Потому что если прийти к краудинвестингу даже в одиночку, опять же, нужны инвестиции. Нужны инвестиции, и где-то их нужно брать. Вот. А в таком случае есть возможность уже использовать наши ресурсы. Есть такая практика, мы сдаем наш функционал в аренду, а изобретатель, в свою очередь, получает с первого месяца без каких-то больших вложений возможность уже развивать свой проект и получать инвестиции. Поэтому опытом делимся, и проекты интересны, но проекты интересны только те, которые несут пользу миру. Опять же, все об этом. То есть реализовать что-то, что просто деньги ради денег, это нам не интересно. У нас исключительно экологичные, полезные проекты, поэтому любой проект, если у вас есть изобретение, если у вас есть патенты, если у вас какой-то уникальный проект, то можно связаться со мной и пообщаться по этому вопросу также. Макс, подскажи, пожалуйста, вот какую именно миссию вы сейчас несете? Но глобальную миссию изменения мира.
То есть, по сути, можно так сказать, что краудинвестинг, он сейчас концентрируется на нескольких человеках. То есть у нас небольшая команда, комьюнити, да, и мы реализовываем ряд проектов. Есть параллельно еще тоже комьюнити, которые тоже парочку проектов реализуют. И эти все проекты, они связаны с краудинвестингом и связаны с пользой для мира. Вот. Больше никого нет. То есть мы монополисты, по сути, в этом направлении, что касается реализации инноваций с помощью краудинвестинга, как стартапа, да. И на этом этапе у нас есть необходимый опыт, у нас есть необходимые инструменты, и у нас есть поток таких же изобретателей, таких же интересных людей, которые несут какие-то уникальные проекты в мир. И ты на этой стадии, ты более того, что ты реализуешь свои проекты, мы еще и принимаем решение, какие проекты взять для того, чтобы помочь им реализоваться, а какие проекты не стоит реализовывать в этом мире. Скажи, пожалуйста, сколько может зарабатывать тот, кто занимается продвижением проектов? Тут все зависит от, от личной активности, от того, конечно, с каким комьюнити есть контакты, да, с какими людьми. То есть бывают такие, что люди, что вот они регистрируются, и они начинают продвигать, просто рассказывать, звонить, там писать в своих соцсетях и так далее, и так далее. Такие боевые единицы, которые вот они лично привлекают много средств. Но у них структура там сильно не растет. А есть такие люди, которые знают просто троих лидеров с какими-то структурами, они их там быстро подключают. И иногда достаточно 2 человек подключить и получить большую структуру и пассивный доход на протяжении многих лет. Вот. Поэтому суммы, они, конечно же, могут очень разниться, но, тем не менее, я знаю несколько людей, которые там стабильно порядка 10 тысяч долларов в месяц они зарабатывают, и их действие заключается в комфортном общении с хорошими людьми в хороших местах. Мгм. Подскажи, пожалуйста, какие результаты у других компаний, возможно? Ну вот проект Skyway, о котором я говорил в самом начале, у них в какой-то момент они закрыли информацию о количестве привлеченных средств. Потому что, ну, это очень глобальный проект. Кто его знает, они построили 4 технопарка, они сертифицируют новые виды транспорта и делают очень-очень большую работу. Поэтому они какое-то количество миллиардов в рублях привлекли, и потом эту информацию закрыли. Честно, я точно суммы не помню. Вот. Проект Дуино, они завод построили, Савалмаш. Вот. Сейчас в скором времени запускают уже его в оборот. Вот. Просто огромный завод, более 100 миллионов долларов они привлекли, я не помню точно, 100, может 150 миллионов. Вот так проект реализуется. Максим, спасибо тебе большое за такую информацию. Теперь давай перейдем к блиц-вопросам. У меня подготовлено 5 вопросов для тебя. Я думаю, они будут интересные. Скажи, пожалуйста, твой максимальный чек из партнеров и какой кейс запомнился? В какой-то момент, я помню, мне приходило по партнерской программе более 1000 долларов за день. Но это были такие самые интересные моменты. У других, ну, как я говорил, есть люди с чеком по 10 тысяч долларов, ну, есть и больше. Каких-то прям очень больших результатов я не знаю, но тем не менее стабильный пассивный доход здесь организовать можно. Нужно ли быть прокачанным экспертом, чтобы приглашать инвесторов и зарабатывать на проекте? Нужно быть социально активным. Конечно. Правда, что с помощью партнеров можно обеспечить себе пассивный доход? Да, конечно, можно. Но не только с помощью партнеров, а также необходимо инвестировать. Потому что каждый проект в какой-то момент реализуется. Инвестиции, проект закроется. И, соответственно, хорошо на этот момент иметь еще и пакет долей в этом проекте, который в дальнейшем обеспечит тебя пассивным доходом. Хорошо. Скажи, пожалуйста, топ-3 советов новичкам, как честно и этично строить партнерскую сеть. Говорить то, что ты знаешь. Если ты что-то не знаешь, так и говорить. Хорошо изучать проект. До тех пор, пока ты не будешь верить в него так, как в свой родной. И, соответственно, быть положительным человеком, общаться, знакомиться с людьми, движевать в каких-то тусовках предпринимателей,
я не знаю, в различных кругах, спортсменов и так далее. Просто быть коммуникабельным, активным, честным и разбираться в этих проектах. И заниматься теми проектами, которые тебе действительно нравятся. То есть выстраивать коммуникации. Вот такие. Хорошо. А скажи, пожалуйста, что выгоднее: масштабировать собственные инвестиции, либо строить свою реферальную сеть из партнеров? И то необходимо делать параллельно. Конечно, строить сеть – это очень хорошо. Когда даже эта сеть закончится, проект реализуется, то наверняка будут другие проекты, и эта сеть, она пойдет за тобой, если ты честный человек, хороший лидер и также активно развиваешь эти проекты. Вот, но надо равномерно вкладывать и туда, и туда. Ну, на самом деле-то, чтобы, приобретать инвестиции, там много времени на это не нужно. То есть ты просто с реферального дохода, который зарабатываешь, в какой-то момент ты подкупаешь себе долю. Необходимо иметь и там, и там. А время свое необходимо, конечно, вкладывать, в структуру. Максим, очень приятно было услышать новую информацию. Она достаточно получилась емкая. И самое главное, ты рассказал много интересного, как для меня лично, также для зрителей, кто будет смотреть это видео. Возможно, появится много новых инвесторов, либо стартапов, в которые можно будет также привлекать инвестиции. Я, наверное, буду инвестировать. Давай. Спасибо.